Сегодня мы отправимся в кафе, где вместо официантов гостей обслуживает робот. Посмотрим, насколько он удобный и быстрый. А после поднимемся на знаменитую башню Намсан, откуда открывается захватывающий вид на ночной Сеул. Погрузитесь с нами в атмосферу Кореи. Узнаете интересные факты и почувствуете всю красоту этого места. Так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Кафе находится в городе Ансан. Ансан – это один из самых многонациональных городов Кореи. Здесь живут и работают люди самых разных национальностей. Как-нибудь обязательно сделаем обзор этого города, ведь у него есть своя особая атмосфера. До кафе нам ехать около 40 минут. И пока мы едем, давайте вкратце расскажу про этот район. Именно здесь находится кафе с роботизированным обслуживанием. Район Хонда-Апьок – это оживленный район Ансана, где сосредоточено много ресторанов, магазинов и заведений на любой вкус. Этот район стал домом для многих сахалинских корейцев, которые когда-то оказались в России из-за исторических событий. После Второй мировой войны их не пустили обратно в Корею, и они остались жить на Сахалине. В конце 1990-х годов Южная Корея начала помогать пожилым сахалинским корейцам вернуться на родину. Для них построили около 500 квартир в Ансане, в том числе в районе Хонда-Апьок. Правительство Кореи предоставило жилье. С начала 2000-х годов сюда стали массово приезжать первые переселенцы. Снаружи это заведение ничем не отличается от обычного корейского кафе. Мы же сказали, что мы кушать идем. Ты не знала? Ты еще скажи, что ты дома покушала. Не кушала. Чун? Вот мы только из-за этого сюда и приехали. Да. Подожди, там яйца надо сначала пожарить. Хвагин. 감사합니다. 행복한 하루 되세요. Кто проверит, да? Сегодня мы решили попробовать камдятан. Это традиционный корейский суп с картофелем и мясом на кости. Соус специально для мяса. Его надо хорошенько, перед тем как наливать, нужно хорошо размешать. Камдятан приносит большой таре, мясо в нем уже полностью готово, но сам суп нужно немного довести до нужной кондиции. Картофель, лапша еще сырые, поэтому их нужно утопить в бульоне и подождать, пока они дойдут до готовности. Мясо подогреется, мясо надо вперед кушать. Есть камдятан принято так. Сначала съедают всю гущу, мясо, картошку, овощи. А когда бульон остается почти пустым, переходят ко второму этапу. Александр предусмотрительно взял одноразовый фартук, чтобы не испачкаться. Это частая практика в корейских кафе, где подают бульонные блюда. Зато не после кого-то.
Это кафе знаменито роботами. Но у нас роботы попустить. Мы с самого Инчона специально приехали, чтобы здесь покушать. Это готовое тесто. Его надо самим рвать и кидать. Как его красиво сделать? Одна. Да я профессионал. Ну, вообще такой суп мы кушаем часто. Но вот так, чтобы самим яйца жарить, тесто рвать, такое вообще в первый раз. Мы пришли, время где-то сейчас сколько? 3 часа. Но это не час пик. В час пик здесь места нет, люди на улице очередь стоят. Да. Красиво тесто нарвала. Сама себя не похвалю. Идеально. Посмотрите, какой умный робот. Это не наш заказ. Он сейчас мимо проедет и дальше поедет. Он прям, видишь, туда едет. Мы заказали 2 порции жареной каши. Это интересный процесс. Работница этого кафе собирает все, что осталось на дне кастрюли, добавляет туда рис, смешанный с приправами, и тщательно перемешивает. Затем кашу оставляют поджариваться на сильном огне, чтобы образовалась хрустящая корочка. После этого газ выключают, и рис немного затвердевает, приобретая особую текстуру. Чуть жесткую, но очень вкусную. Пора ковырять. Вот такую вкуснятину он любит. Уже можно кушать. А мне Сейчас всегда постоит. жалко сковородки, чашки. Мне жалко. Я такое блюдо не очень. Сейчас чуть-чуть постоит, и он будет мягкий, и сразу будет отдираться. Так уже готово. Еще один приятный бонус здесь – можно самостоятельно набирать салаты, соусы. Это очень удобно. Я один штук взял. Вышло 49 тысяч. 49 тысяч. Как раз туда к закату приедем. Представь, здесь холодно, а там как холодно сейчас будет на горе.
Там сейчас людей, кроме нас, никого не будет. ТикТок забей, посмотри. Зимние тапочки же. Вот смак, видишь? Вот смак. А ты что ешь? Где? Это кафе, ресторан. Сегодня этот район известен среди русскоязычных тем, что здесь живет много людей, говорящих по-русски. В этом районе можно встретить вывески на русском, а также магазины и рестораны, где легко общаться без знания корейского. Это делает Хандаап удобным местом для жизни и адаптации русскоязычных мигрантов. Вот, видишь, русское караоке. Дамон. И вот здесь, на втором этаже, вот здесь, Янкучи. Мы вот здесь и сидели, на чье-то день рождения приезжали, что ли, вот здесь. Русское караоке. После вкусного обеда мы отправляемся в Сеул, чтобы показать маме одну из главных достопримечательностей столицы – башню Намсан. Ехать нам примерно 1,5 часа, чувствуется зимний холод. Мы понимаем, что подниматься на башню в такую погоду не самая комфортная идея. Но мама прилетела всего на месяц и хочется показать ей как можно больше. Времени у нас, честно говоря, в обрез. Мы работаем 6 дней в неделю и единственный выходной стараемся использовать по максимуму. Это не только возможность провести время с семьей, но и шанс показать вам новые места и интересные моменты жизни в Корее. Вот, кстати, и интересный момент. Прямо сейчас мимо нас проезжает машина с камерой, которая снимает улицы для карт. Это может быть Google Maps или Never Maps, точно сказать сложно. Но одно можно сказать наверняка. Совсем скоро эти кадры появятся в интернете. Вот мы и на месте. Парковка здесь платная, точной информации о стоимости найти не удалось, но в среднем цена составляет около 3000 вон за час. До вершины можно дойти пешком, но в такой мороз хочется чуть больше комфорта. Поэтому мы выбираем канатную дорогу. Стоимость билетов в обе стороны на взрослого 15 000 вон. Маме сделали скидку, и ее билет обошелся в 11 500 вон. В последний раз мы были здесь 10 лет назад. Честно говоря, мы уже не помним, как именно все выглядело тогда, поэтому сложно сказать, насколько сильно изменилось это место. Единственное, что осталось в памяти, это замки. На первый взгляд кажется, что многое осталось таким же. Атмосфера все та же, особенная и завораживающая. Одно из самых романтичных мест у башни – это места с замками. Это не просто красивая традиция, а целый ритуал для влюбленных. В Корее считается, что если пара повесила замок на ограждение и выбросила ключ в реку, то их любовь будет вечной. А если вдруг они захотят расстаться, придется вернуться, найти среди тысяч других свой замок, открыть его и снять. Закат мы как раз успеваем. Миллионы здесь. Лет 10 назад мы тоже где-то здесь повесили. Ой. Александр купил хатпеки – это согревающий пакетик для рук, который становится теплым при встряхивании. В холодное время года такие штуки просто незаменимы, особенно если долго гуляешь на улице. Сейчас вам понравится. А, чтобы это. Вот так делайте, держите. В карман положите. А, все понятно. Мять надо, чтобы она хорошо Чтобы работала. она и мять. разогрелась, и надо вот так сделать. А мы думали, о, ты пошел нам замок покупать, что ли? А, нет.
Сегодня? Ну, вот я рад, что здесь такой продается. И да? На рыбалке так, два кармана вот так засунем и ходим. Мы же зимой ходим на рыбалку. А мы, говорите, шестельки будем? Еще на ноги есть, да, и они разные размеры есть. А что они такие? Такой большой он. Ну, у Вовы меньше. Разные же. Замочек 10 тысяч. Стельки, вот эти не стельки. Хатпеки по 2000. Пойдем дальше. Идем к этой башне. Это все висят замки. Мы даже не помним, где мы замок вешали. Представьте, здесь есть вот какие уже заржавевшие, старенькие. А сколько это денег, представьте, один замок 10 тысяч стоит. Есть и по 20. Даже чехлы от телефонов ставят. Чехлы от телефонов, это, наверное, кому это деньги на замок жалко было, да? Наверное. Чехлы от телефонов. Кому деньги жалко было, они взяли, вот. 24-й год, видишь, еще число пишут. А мы были 10 лет назад. Теперь покупаем билеты на смотровую площадку. Сейчас проходит акция. Если брать билеты через сайт Trip.com, можно получить скидку в 2000 вон. Как вы знаете, мы давно дружим с этим сайтом. Всегда через него бронируем отели, покупаем авиабилеты. Нам не составило труда купить билеты онлайн, но для мамы пришлось брать в кассе, потому что ее билет уже шел со скидкой. Вот эта подсветка тоже, говорит, оказывается, роль играет. Когда погода плохая, вот эта пыль есть же, вот эта желтая пыль, он другого цвета, от качества воздуха. Елочки тоже замки. Не передать словами, как это красиво. Вход на смотровую площадку начинается с подвала. Там оператору нашему все двери открывают по очереди. А? Оператору нашему все двери открывают по очереди. Тут нас встречает реклама ресторана, расположенного в башне. Перед тем, как подняться наверх, мы заглянули в магазин сувениров. Здесь можно найти браслеты, ароматизированные свечи, магнитики, в общем, классические памятные вещицы, которые многие любят привозить из поездок. 나머지 한 장도 스캔해 주시겠네요. 감사합니다. Дальше мы направляемся к лифту. По пути замечаем какую-то интерактивную зону. Но лишь мельком, особо не останавливаемся и проходим дальше. Тут мы ждем лифт.
Когда двери закрываются, начинается мини-видеоролик. И вот мы на смотровой площадке. Идем дальше, мам. Жаль, что мы не можем полностью передать всю красоту этого вида. Стекла создают отражение, и камера не передает всей глубины ночного города. Но поверьте, это зрелище стоит того, чтобы хотя бы раз подняться сюда и увидеть Сеул с высоты птичьего полета. Сверху отсвечивает, да, так на снимать что-то, красоту. Ночной Сеул раскинулся огнями до самого горизонта. Улицы, небоскребы и мосты светятся разными цветами. Где-то там внизу люди гуляют, встречаются с друзьями и просто живут своей жизнью. А мы смотрим на этот огромный город с высоты и наслаждаемся его красотой. Видишь, как приближает, на каком расстоянии. Тут есть конфетный магазин, где можно найти самые разные сладости, которые станут отличным сувениром. Для тех, у кого разрядился телефон, предусмотрена станция с пауэрбанками. В аренду 1500 вон за час. Это очень удобно, если вы задержались здесь надолго. А вот и одно из самых необычных мест на смотровой площадке. Это мужской туалет с панорамными окнами. Представьте, вы заходите, а перед вами бескрайний ночной Сеул. Да, зрелище впечатляет. В хорошую погоду здесь часто проходят различные концерты и выступления. Артисты, музыканты, танцоры устраивают шоу прямо под открытым небом. А зрители наслаждаются не только представлением, но и невероятными видами города. Ты что-то себя совсем туда, посередине твое лицо. Ну что ж, пора прощаться. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока.